В индустриальном городке Иль-Патио развернулось масштабное строительство нового жилого комплекса. Границы города постепенно расширялись, и на месте старых и обветшалых зданий возникает новое, современное жилье. Это начинание не только преобразило некогда унылый район, но и создало новые рабочие места, вселяя в местных жителей надежду на обновление и перемены. Среди строителей была женщина-инженер по имени Ева Олив. У нее было 10 лет стажа, и она была известна своей строгостью, но при этом отличалась человечностью и добротой. Каждое утро, когда Ева приходила на стройку, она не просто раздавала указания, но и уделяла внимание каждому рабочему. Ее заботливый подход создает на проекте особую атмосферу. Ее меткость в расчетах, уверенные действия и страсть к делу привлекали людей, и вскоре вся команда стала одной большой семьей, готовой поддерживать друг друга в трудные моменты. Ева активно вовлекала всех в процессы, и вскоре рабочие заметили, что смогли сплотиться и построить настоящую команду, где каждый чувствовал свою значимость и ценность. С каждым днем рабочие с энтузиазмом обсуждали планы, делали совместные фото и обменивались шутками и историями, благодаря чему на стройке царила атмосфера дружбы и взаимопонимания. Ева приучила их распределять обязанности и помогать друг другу, что позволило сократить время на выполнение задач и повысить общую эффективность работы. В один из будних дней на стройку пробрался маленький грязный котенок. Он выглядел потерянным, его испуганные глазки блестели от страха, а пушистая шерсть была в комках и полна пыли. Холодный ветер только усиливал его страдания. Рабочие, заметив его, сначала прогнали, не замечая в нем ничего более, чем просто бесполезный мусор. Их интересовал только процесс работы, да и не входила забота о животных в их повседневные обязанности. Но Ева, увидев эту картину, не смогла оставаться равнодушной. Она подошла к малышу, наклонилась к нему и, ни мгновения не раздумывая, взяла его под свою опеку. «Ты будешь Тим», — сказала она с улыбкой, словно это было именем, которое он носил всю свою жизнь. С тех пор котенок, названный Тимми, стал постоянным участником стройки. Котенок быстро завоевал симпатии рабочих. Его игривость и непосредственность были настолько притягательны, что даже самые строгие работники не могли устоять перед его обаянием. Вскоре маленький Тим стал своеобразным талисманом команды. Он развлекал рабочих, гонялся за обрывками бумаги, играл с отвлеченными тряпками и забавлял всех своим поведением, поднимая настроение. К концу рабочего дня многие хотели остаться на минуту дольше, только чтобы поиграть с котиком. Каждый день он встречал рабочих у ворот на рассвете и, не дождавшись, провожал их вечером. Словно также ощущал их усталость и стремился такими мелочами подбодрить. В его взгляде читалась привязанность и надежда, и вскоре вся команда ощутила, что работа в такой дружной компании стала еще более радостной. С появлением Тима на стройке стала царить атмосфера, полная дружбы и доверия. Рабочие стали чаще разговаривать друг с другом, обмениваться историями и шутками. Смех и веселье заполнили пространство, где прежде звучали лишь команды и звуки строительных инструментов. Ева с облегчением отметила, как напряжение, которое она сама чувствовала, стало рассеиваться. Тим чувствовал ее настроение и всей своей сущностью стремился его улучшить. Каждый день, когда команда принималась за работу, Тим был рядом, ободряя всех своим присутствием. Его касание улучшало атмосферу, а его забавные проделки способствовали сближению. Он не просто добавлял радости в рутинные задачи, он стал соединяющим звеном между инженерами и рабочими, научив их понимать друг друга и поддерживать друг друга. Они начали работать вместе с большей азартностью, и в глазах работников зажглись искорки надежды на лучшее. Ева понимала, что вместе с Тимом они создали нечто большее, чем просто стройку. Этот кот стал символом единства и новой жизни для всего района. Она задумывалась, как маленькое существо смогло исправить их ситуацию, внушив всем уверенность, что перемены возможны,
даже когда кажется, что все идет не так. Однажды, во время важного процесса заливки бетона, произошла трагедия. Она сосредоточилась на своих вычислениях, чтобы все прошло максимально эффективно, но внезапно потеряла равновесие и упала в жидкую бетонную смесь. Паника охватила стройку, и все замерли в ужасе, не зная, что делать. Но маленький Тим, увидев это, поднял тревогу. Он закричал, а его мяуканье разнеслось по всему строительному объекту, привлекая внимание рабочих. Рабочие синьяки, услышав его крики и увидев происходящее, почувствовали подъем страха и панику, растекающиеся по всем. Они быстро объединились. Вся команда собралась рядом, чтобы спасти Еву. Усилиями 6 человек они вытянули ее из бетона. Каждая рука, каждая помощь стали решающими. Ее жизнь была спасена, но ее тело было уставшим и исчерпанным. Каждый из рабочих чувствовал, что этот момент стал поворотным. Рабочие, которые когда-то были просто коллегами, осознали, как ценна каждая жизнь. Они дрались за Еву так, как она сама когда-то дралась за их право и интересы. Они знали, что должны быть едины, и этот опыт стал для них не только превратностью, но и сильным уроком о силе команды. Они, наконец, поняли, что в мире нет ничего важнее, чем поддержка друг друга. Новость о спасении Евы быстро распространилась по СМИ и социальных сетях. Стройка обрела популярность не только среди местных жителей, но и в интернете. Люди отовсюду начали делиться этой трогательной историей. К котенку Тиму, который был всюду рядом с Евой, стала проявляться настоящая популярность. Он стал интернет-звездой. Жители района приходили посмотреть на нового героя стройки. Дети пытались его кормить и ласкать, а старшие с доброй улыбкой вспоминали, как сами когда-то удерживали своих домашних животных. Рабочие, вдохновленные этой ситуацией, стали принимать участие во множестве благотворительных мероприятий, организовать различные акции для помощи приютам для животных и, сохранив дух команды на стройке, внедрили в свои будни внимание к окружающим и заботу о них. Выходя за рамки своего рабочего процесса, они стали лучшими версиями самих себя. Вместо напряжения и конкуренции начался настоящий дух сотрудничества и уважения. На стройке царили не только улыбки и смех, но и желание сделать мир лучше. Рабочие стали общаться не только о делах, но и дружить, делясь своими проблемами и поддерживая друг друга, когда кто-то испытывал трудности. Этот новый дух единства впечатлял не только самих строителей, но и местных жителей, которые снова начали верить в общество. Со временем Тим остался жить у Евы, обрел уютный уголок и стал крепким котом. Его шерсть приобрела яркие цвета, а глазки заблестели от счастья. С каждым днем он продолжал встречать рабочих на новом этапе стройки, символизируя доброту и удачу, которые были так необходимы в этой суетной и многогранной жизни. Создание нового жилого комплекса пошло не только на пользу экономике города, но и сблизило людей, доведя до их сердец осознание важности ценности человеческой связи. С каждым новым проектом, реализованным с участием Тима и его друзей, вокруг стал нарастать заряд дружбы и поддержки, словно малый кот стал катализатором больших изменений и важного самосознания. История о Еве и Тиме стала известной. Она подвигала людей не только в Иль-Патио, но и в других городах. Каждый понимал, что даже самые слабые существа могут изменить общество и привнести в него свет и радость. И вновь завершая свою работу в конце дня, Ева всегда знала, что рядом с ней есть кто-то, кто поддержит в трудную минуту. Маленький кот, который помог укрепить командный дух и научил всех ценить простые радости жизни. Таким образом, история о Тиме и Еве послужила важным уроком для многих. Несмотря на обстоятельства, иногда именно неспособные и самые хрупкие существа способны привнести в наше общество ту теплую и искреннюю силу, которую мы все нуждаемся. Из маленького инцидента на стройке в одном из городов выросла история, изменившая судьбы замкнутых людей,
научившая их принимать других с добротой и уважением. Теперь Иль-Патио мог гордиться не только своими новыми зданиями, но и новыми отношениями, которые изменили его облик навсегда.